Шум строительной площадки в самом сердце американского мегаполиса никогда не утихал ни на минуту. Огромный индустриальный штат, где современные технологии, стекло и бетон отвоевывали у дикой природы милю за милю, гудел как потревоженный улей круглые сутки. Дело здесь шло по-настоящему стремительными темпами. Казалось, застройщики соревновались со временем, и каждые полгода на месте пустырей или старых складов возникало по новому сверкающему небоскребу. Это было грандиозное, но холодное царство металла, тяжелой техники, грохота и бесконечной пыли. Мы давно привыкли, что возле таких крупных строек всегда гуляют бродячие собаки. Это привычная, даже будничная картина для любого мегаполиса. Видимо, строители охотно подкармливают их остатками своих обедов, делятся колбасой и хлебом, чтобы четвероногие друзья взамен преданно жили на объекте, лаем предупреждали о чужаках и охраняли территорию от незваных гостей. Обычный собачий лай на периферии стройки никого не удивлял. Это была часть местного шума. Однако главный герой сегодняшней истории, маленький щенок, оказался на этой гигантской опасной строительной площадке в совсем другом, куда более трагическом положении. Он не был охранником, он был жертвой обстоятельств. Это был самый обычный рабочий день, наполненный привычной суетой. Огромные экскаваторы с грохотом роняли тонны сухой земли, башенные краны поднимали многотонные стальные балки на высоту птичьего полета, а рабочие в ярких жилетах и касках привычно выполняли свои монотонные обязанности. В этой оглушительной какофонии звуков, где ревели моторы и визжали пилы по металлу, легко было упустить из виду, казалось бы, любую мелочь. Но у командира одной из строительных бригад, опытного и сурового на вид мужчины по имени Джон, был поразительный, почти интуитивный слух на неправильные, чужеродные шумы. В какой-то момент, проходя мимо глубоких технологических ям и траншей, вырытых специальной техникой под будущие коммуникации и временное хранение тяжелых стройматериалов, Джон резко замер. Сквозь ровный грохот работающего неподалеку дизельного генератора до его ушей донесся странный, едва различимый звук. Это был жалобный, прерывистый, полный отчаяния вой, временами переходящий в тихое, захлебывающееся поскуливание. Джон остановился и прислушался внимательнее. От этих звуков сердце взрослого, повидавшего виды мужчины, болезненно сжималось. Было очевидно, прямо здесь, под ногами, кто-то попал в смертельную ловушку, и этот кто-то стремительно терял последние силы. Джон жестом приказал трактористу заглушить мотор и громко позвал парней из своей бригады, которые работали неподалеку. «Эй, мужики, идите сюда! Слышите?» Тихо, но напряженно спросил он, указывая рукой на темный сырой провал глубокой технологической траншеи. Рабочие подошли ближе и замерли. Из темноты земляного провала снова донеслось слабое, тонкое, полное первобытного страха попискивание. Спасательную операцию нужно было начинать немедленно. Мужчинам пришлось изрядно покопаться в липкой грязи, мокром песке и остатках жидкого строительного бетона, чтобы подобраться к самому источнику звука. Обычная яма для хранения материалов после недавнего проливного дождя превратилась в коварную скользкую ловушку с оплывшими ненадежными краями. Спустившись на самое дно по шаткой приставной лестнице, Джон сразу по колено увяз в густой серой жиже. Вооружившись лопатами и фонарями, строители начали аккуратно, шаг за шагом, разгребать наносы строительного мусора и налипшей глины. Джон работал руками, бережно раздвигая серые комья, пока его пальцы, защищенные плотными перчатками, наконец не наткнулись на что-то живое, мягкое и мелко дрожащее от холода. Источник жалобного звука был аккуратно извлечен на поверхность и поднят наверх к свету. Им оказался крошечный щенок. Ну или, по крайней мере, то, что строители в первые минуты приняли за обычного собачьего малыша.
Несчастный зверек был с ног до головы, буквально до кончиков ушей, облеплен тяжелыми строительными материалами, плотной коркой уже подсыхающего бетона, жидким речным песком и едкой цементной пылью. В нормальном состоянии он весил не больше пушистого комка шерсти, но сейчас этот комок был неестественно тяжелым и неподвижным от налипшей на него строительной грязи. Строителям, обступившим находку, стало безумно, до глубины души жалко бедолагу. Малыш едва дышал. Было отчетливо видно, что от такого толстого и агрессивного слоя строительной химии самому ему никогда в жизни не отмыться. У него просто не хватило бы сил. Без посторонней помощи он был обречен на мучительную гибель. Цемент на его теле уже начинал подсыхать, стягивая нежную кожу и перекрывая доступ воздуху. Если бы не бдительность рабочих, малыш непременно погиб бы от удушья, обезвоживания и токсинов в течение пары часов. Он едва мог открыть глаза из-за засыхающей серой корки, которая склеила все веки, вспоминал позже командир бригады Джон, бережно держа сверток на руках. Мы сразу поняли, что медлить нельзя ни секунды. Никакая вода из шланга на стройке тут бы не помогла. Мы бы только сделали хуже или простудили его. Здесь нужны были профессиональные спасатели и медики. Прямо как были. В испачканных рабочих комбинезонах, заляпанных глиной сапогах и касках, аккуратно завернув дрожащую, грязную находку в чистую, мягкую ветошь, строители прыгнули в пикап и на полной скорости повезли его в ближайшую круглосуточную ветеринарную клинику. В больнице для животных, едва завидев необычного пациента, врачи мгновенно развернули спасательную операцию. Закипела слаженная работа. Ветеринары и их ассистенты отнеслись к ситуации со всей серьезностью, ведь на кону стояла жизнь живого существа. Животные осторожно, слой за слоем начали отмывать в теплой ванне, используя специальные размягчающие медицинские масла, гипоаллергенные растворы и лечебные шампуни. Нужно было действовать крайне аккуратно, чтобы вместе с цементом не содрать кожу и не повредить шерсть. Строительный бетон неохотно, сантиметр за сантиметром, но все же сдавал свои позиции под напором теплой воды и заботливых рук. Малыш вел себя на удивление тихо и покорно, то ли от полного физического бессилия и шока, то ли на каком-то глубоком интуитивном уровне, понимая, что эти незнакомые люди в белых халатах прямо сейчас возвращают его с того света. После долгих и тщательных водных процедур спасенного подкинуша наконец-то высушили теплым феном, завернули в сухое полотенце и досыта накормили специальной теплой питательной смесью из бутылочки. И вот тут-то, когда серая цементная маска окончательно сошла с мордочки, а шерсть полностью высохла, всех присутствующих в кабинете ждал огромный, ошеломляющий сюрприз. В итоге выяснилось, что Мадзи, именно так строители прямо в клинике ласково прозвали своего найденыша, от английского слова «мадди», что переводится как «грязнуля». Вовсе никакой не щенок. Когда его шерстка окончательно высохла и распушилась, она неожиданно заиграла ярким золотисто-рыжим оттенком с бурыми подпалинами. Лапки оказались в аккуратных черных носочках, ушки непривычно большими, чуткими и треугольными, а сама мордочка сильно вытянутой, острой и невероятно хитрой. Спасатели и врачи буквально обомлели от удивления, переглядываясь друг с другом. Перед ними на смотровом столе, довольно облизываясь, сидел самый настоящий, чистокровный лисенок. Причем он был совсем крошечным. Ветеринары провели осмотр зубов и определили, что малышу было всего около 4 месяцев от роду. По всей видимости, любопытный дикий зверек отбился от матери и случайно забрел на опасную окраину строящегося объекта из соседнего пригородного перелеска. Привлеченный новыми запахами или шумом, он просто не удержался на мокром краю технологической ямы и рухнул вниз, став беспомощным заложником огромного, безжалостного индустриального мира. Сегодня эта удивительная история маленького Мадзи уже не вызывает у участников тех событий слез грусти
или тревоги. Сейчас с пушистым малышом все в полном абсолютном порядке. Из ветеринарной клиники, где ему оказали первую экстренную помощь и очистили организм от токсинов, его под расписку передали в специализированный загородный центр реабилитации диких животных. Строители понимали, что оставлять дикого хищника жить на шумной стройке среди машин или пытаться приручить его в тесной городской квартире было бы огромной эгоистичной ошибкой, которая могла бы покалечить зверю жизнь. В реабилитационном центре Мадзи сразу же стал всеобщим любимцем. Он окружен колоссальной человеческой любовью, искренней заботой и, что самое главное, квалифицированным вниманием зоологов. Он быстро и уверенно набирает положенный по возрасту вес, демонстрирует отменный здоровый аппетит, а его рыжая шубка стала невероятно пушистой, густой и блестящей. Специалисты центра внимательно следят за развитием лисенка, но при этом строго соблюдают важное правило. Они стараются не приучать Мадзи слишком сильно к ласке и рукам человека. Ему не позволяют стать домашней игрушкой, ведь у него впереди долгая, самостоятельная взрослая жизнь в дикой природе. Правила этого центра строги, но абсолютно справедливы. Как только лисенок окончательно подрастет, окрепнет, превратится в сильного взрослого лиса и полностью научится самостоятельно охотиться и добывать себе пищу, его сразу же отпустят на волю. Его отвезут в глубокие заповедные родные леса, как можно дальше от грохота гигантских экскаваторов, высотных кранов и холодных бетонных джунглей. Эта трогательная история — прекрасное живое напоминание для всех нас, живущих в бешеном ритме современных городов. Как же хорошо, что в нашем суровом мире, посреди погони за деньгами и карьерой, все еще есть на свете по-настоящему добрые, чуткие люди. Люди с большими сердцами, которые не пройдут равнодушно мимо едва слышного жалобного писка, не побоятся с головой испачкаться в дорожной грязи или бетоне и никогда, ни при каких обстоятельствах не бросят живое существо в беде. И совершенно неважно, кто именно оказался в этой беде. Привычная всем бродячая собака или крошечный напуганный дикий лисенок. Благородство и сострадание не имеют границ и названий видов.